Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. В марте пресса рассказала, что у грядущего шутера-марафона от Bungie сменился руководитель. Место Криса Барретта занял Джо Циглер. Как выяснил репортер Bloomberg Джейсон Шрайер, Барретта уволили после внутреннего расследования. По информации Шрайера, как минимум 8 работниц Bungie в этом году заявили, что Барретт вел себя непрофессионально. Специалист якобы бомбардировал женщин текстовыми сообщениями, флиртовал, предлагал поиграть в «Правда или действие» и упоминал свое положение в Bungie, намекая, что он может помочь с продвижением по карьерной лестнице. Если верить собеседницам Шрайера, подобные знаки внимания причиняли им дискомфорт. Девушки не хотели отвечать на заигрывание и в то же время боялись испортить отношения с начальником. Комментарий из самого Криса в статье тоже есть. Там он извиняется перед всеми, кто оскорбился, при этом явно дает понять, что ничего плохого в свои слова не закладывал. Или делает вид, что не закладывал. В команде «Марафон» не знали об обстоятельствах ухода Барретта. Руководство лишь сообщило подчиненным, что директор отправился в бессрочный отпуск. Позднее сотрудники обнаружили, что рабочие аккаунты босса отключены. Крис Барретт присоединился к Bungie в 1999 году. Начав с должности художника, он дослужился до арт-директора, а затем до гейм-директора. Барретт приложил руку к сериям Halo и Destiny. Activision с помпой провела большую презентацию Code Next, посвященную грядущей Call of Duty Black Ops 6. Контента Activision с Treyarch опубликовали много. На сайте игры есть подробные блоги разработчиков о каждом представленном аспекте, от системы передвижения до обзора наполнения мультиплеера. В нашей статье на сайте можете почитать подробную выжимку оттуда, а в Инфакте расскажу о самом-самом важном. Сначала про глобальные изменения. Omni Movement — ключевая система новой части. Команда хочет, чтобы каждый игрок пользовался всеми ее прелестями. Крутился как Макс Пейн и в прыжке, летя спиной вперед, расстреливал противников. Подобным трюкам научит Woods на специальной тренировочной площадке. Дополнительная надстройка Intelligent Movement отвечает за более комфортное перемещение по карте. Для удобства можно настроить автоматическое перепрыгивание препятствий и включение спринта, например. Систему кастомизации оружия Gunsmith сделают более доступной, хотя разработчики настаивают, что не стали ее оказуаливать. Модули теперь реже дают минусы, а разблокированные прицелы ставятся на любой ствол того класса, где вы его, собственно, разблокировали. Рассказали и про мультиплеер. На старте в игре будет 16 карт. Структура многих локаций классическая. 3 линии для столкновений 6 на 6. Также на 4 из них будут доступны схватки 2 на 2. Разработчики пересмотрели Time to Kill. В Black Ops 6 он будет чуть меньше, чем в Cold War. Добавили пресеты пользовательского интерфейса, улучшили позиционирование звука. А вот про Code Zombies. Во время презентации показали геймплей и трейлер второй карты Liberty Falls. В сюжет вернется Эдвард Рихтгофен после событий Cold War. Для новичков запилили Directed Mod. В этом режиме игра подсказывает, как выполнить основной квест на карте, но для таких забегов отключены пасхалки, побочные квесты и испытания. У каждой карты будет уникальное чудо-оружие. Например, в Liberty Falls это авиационный двигатель, который всасывает орды зомби или отталкивает их от игрока. Разработчики уверяют, что эта модель существенно отличается от печально известного аналога из Black Ops 2. Немного рассказали про будущее Warzone. Большую часть презентации авторы посвятили карте Area 99 для режима возрождения в Warzone. Этот объект неразрывно связан с ядерной программой и культовой Nuketown. Игроки смогут посетить огромный центральный реактор, защитный бункер и побегать по типовым домикам для тестов, которые подвешены в воздухе на строительных кранах. Рассказ про колду неприлично растянулся, так что закругляемся. Напомню, что больше инфы с презентации ждет вас по ссылке в описании. Black Ops 6 стартует 25 октября на всех актуальных домашних платформах, а 30 августа начинается ранний доступ к бета-тестированию. Всего через месяц должен стартовать ранний доступ к Gridfall 2, но выяснилось, что внутри студии Spiders сейчас крупные неприятности. Сотрудники объявили забастовку, потому что руководство уже очень давно игнорирует их требования. Работники Spiders опубликовали открытое письмо, которое к 27 августа подписали 44 человека, всего в штате 95 сотрудников. Разработчики беспокоятся о целом ряде проблем. Растущей нестабильности, например, они недовольны низкими зарплатами и не уверены, что они повысятся в будущем. Неумелом лидерстве при троекратном увеличении штата за последние месяцы, текучкой кадров, гендерном неравенстве, недостатком прозрачности по всем вопросам, сложностям при производстве Gridfall 2 и так далее.
В письме подробно останавливаются на каждом пункте. Например, в разделе, посвященном Gridfall 2, говорят о выгораниях и психосоциальных факторах. Многие боятся, что игра получится не такой хорошей, чтобы ей можно было гордиться, поэтому теряется мотивация. Плюс к этому во время разработки игры многие покинули Spiders, а еще какое-то количество сотрудников собирается уйти после релиза. Возможно, периода раннего доступа не хватит, чтобы подготовиться к запуску полной версии. Впереди слишком много работы, а энтузиазма не хватает. Работники пытались поговорить с главой студии Эн Девуасу, однако так и не смогли договориться об условиях встречи. В итоге Девуасу назначил обсуждение вопроса на 27 августа, но попросту не пришла на него. Теперь сотрудники Spiders переходят к более активным действиям. Они призвали всех работников студии устроить забастовку на неделе, которая начнется 2 сентября. Кроме того, 2 и 3 сентября пройдет пикет перед офисами Spiders и, для тех, кто трудится удаленно, на сервере в Minecraft. Тут градус новости сильно упал, конечно. На пикеты приглашают всех родственников, друзей, сочувствующих, коллег по индустрии, журналистов и политических деятелей. Gridfall 2 собираются запустить в раннем доступе Steam с 24 сентября. Успеет ли игра к этому дню, теперь неизвестно. Забастовка в Spiders намечается масштабная. Единственный номерной Metal Gear, которая никогда не выбиралась за пределы своей первоначальной платформы, остается Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Кажется, Konami собирается это исправить, хоть пока и не готова ничего подтверждать официально. Во время превью Metal Gear Solid Delta портал IGN поговорил с продюсером серии Нориаки Акамурой и спросил, не собирается ли Konami портировать Metal Gear Solid 4 на современные платформы. Акамура ответил так: «Мы определенно знаем о ситуации с МГС-4. К сожалению, мы ничего не можем сказать в данный момент. Переиздание Master Collection Volume 1 содержит МГС 1, 2 и 3. ... Вы наверняка можете соединить точки и понять, к чему я веду. Пока что мы все еще ведем внутренние дискуссии о том, что делать с будущим серии, так что прошу прощения, мы пока не можем ничего анонсировать. Но оставайтесь на связи». Конец ответа. Сейчас Guns of the Patriots официально доступна только на PlayStation 3, и так как у этой консоли нет никакой совместимости с другими устройствами, то в игру нельзя было поиграть даже на более новых поколениях PlayStation. Впрочем, эмуляторы на ПК никто не отменял. Издательство Kepler Interactive и разработчики из Sandfall Interactive подготовили небольшую демонстрацию геймплея Clair Obscur Expedition 33. Отрывок охватил участок ближе к началу игры, когда экспедиция уже успела пройти часть пути. В ролике показан регион парящих вод. Здесь Гюстав и Луна рассчитывают найти Маэль, еще одного члена экспедиции. Паре необходимо изучить окружение и найти подсказки, чтобы взять след девушки. По пути героям встретятся монстры, с которыми не получится разойтись мирно. Персонажи могут бить простыми ударами, уворачиваться и парировать атаки. Много урона наносят особые атаки, но для их исполнения необходимо успеть прожать эдакий QTE. У боссов тоже есть козыри в рукаве, вроде уникальных механик. По словам разработчиков, они уделили большое внимание повествованию через окружение. Игрокам встретится множество разрушенных сооружений, заросших троп и останков предыдущих экспедиций. Clair Obscur Expedition 33 отправится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая Game Pass, в 2025 году. К игре прикрутят русские субтитры. А знаете, где еще есть русские субтитры? Не у нас на сайте, там и так все понятно, к чему сабы. Так что переходите по ссылкам в описании и изучайте контентище. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!